Привет всем! Ну вот, наконец-то дошло дело снять небольшой обзор после пробегов 100 тысяч. Если быть точнее, то 112 973 у меня пробег. Это, наконец, ноября 2023 года, а меньше чем за 2 года я прошел 100. Не стал машину ни мыть, ничего, даже ничего не стал убирать, просто вот как есть. Вот как там, что у меня валяется, все как у меня там лежит, все текущие мои вещи. Вот так вот как эксплуатирую, так и рассказываю. Итак, общие впечатления мои за этот пробег и более уже чем за 2 года эксплуатации, твердую 4 я могу поставить. Это реально моя объективная оценка. Я не шучу, серьезно. Первый год я снимал ежемесячные отчеты, хроники с руля они называются, можете найти их, посмотреть. Потом через год я снял отчет. Сейчас стал собирать некоторые данные, может быть что-то упущу. Где-нибудь все равно это всплывет. Потому что сейчас я веду влог, и о машине наблюдения тоже туда попадают. Помимо всех тех наблюдений, которые меня окружают. Влог о жизни. Одно из наблюдений — это кнопка блокировки стекол. Как ни странно, она не всегда срабатывает. Мало того, что нажимается странно, так еще при нажатом включенном состоянии стекла все равно не блокируются. Характерная особенность — это дребезг на 3-4 передаче. Приходится придерживать. Почитал, кто-то лечится изолентой, кто-то заменой тросов. У меня вроде бы тросы обновленные, но процедура, скажем так, не из простых, очень трудоемкая. Поэтому пока терплю, привыкаю. Как надоест, буду менять. Дважды лазил менять предохранители приборки. Приборная панель, почему-то перегорал предохранитель. Но обратил внимание именно с прицепом, когда я езжу. Проверял, замыкания нигде нет. Как это связано или не связано, не могу сказать. И на ручке открывания дверей, смотрите-ка, уже первые потертости уже начинаются. То есть, где мы руками чаще касаемся, там уже начинает что-то затираться. С этой стороны у меня была царапка. Поэтому наклейка такая на память. Спасибо девочкам. Притерли меня. Ничего критичного. Как видите, все очень легко заполировалось, закрасилось и вообще даже не видно. И не уходя. Когда ставил фаркоп, делал приключения, снял фару, уронил. Она снимается очень странным образом. Прижимаешь, сдвигаешь ее под удар. И я стукнул, она, слетела, но я ее не удержал. Поэтому она хлобысь и на полу. Да, еще у меня машина первую эвакуацию пережила. Ощущения вообще. В одном из влогов у меня есть. Вот ты приходишь, а машины нет на месте. И телефон у меня еще севший был. Там целая история. Но ощущения, не дай бог, пережить кому. Еще по зиме замерзает вот этот замок. Приходится брызгать сюда силиконовой смазкой, потому что бывает закрываешь, не срабатывает. И просто дверь бу-бум-бу-бум, бу-бум-бу-бум, Вот сейчас нормально вроде бы. Ага. А то бывает, здесь аж прям щель появляется, и все. Смазываю, теперь уже ученый. Ремень ГРМ, естественно, я поменял. Поменял антифриз, поменял катушки, может быть, даже и зря. Еще, обнаружил подтекание масла в колодцах. Как я понял, это болезнь Вест. И сказали, лучше при следующей замене ГРМ, там определенная операция надо сделать, прокладку и все остальное, чтобы этого не возникало, если не будет прогрессировать. Надеюсь, что не придется мне экстренно все это дело делать. Кстати, подсвистывает ролик именно на холодную, потом пропадает. Какой именно, понять не могу. Не менял ролик натяжителя ремня, генератора и всего остального. Сам ремень менял. Может быть он, может не он. Может быть комплект. Комплект брал Гейтс. Очень сильно сомневаюсь, что оригинал. Хотя вроде как в нормальной фирме брал, но опять-таки все это условно. Поставил еще, когда менял антифриз, вот такой вот фильтр. Тоже отдельно про него рассказывал. Я вам скажу, очень даже хорошо он себя зарекомендовал. Очень много всякого говнища он задерживает, помогает. Уже раз в 1000 километров я его промываю. Кстати, еще когда менял колодки, откручивал крышку тормозного бачка, чтобы, когда суппорт вдавливаешь в поршень, было куда выходить, лишнее откачивать тормозуху. Потерял крышку тормозного бачка. Ох, не делайте этого. Завалилась, найти не мог. Пришлось покупать. Покупал реношную, она подходит. Денег стоит просто космических. Посмотрите ради интереса по каталогам, сколько стоит крышка тормозного бачка, тормозного цилиндра главного. Я обалдел. Но через время потом делал другие манипуляции. По-моему, антифриз как раз менял.
и нашел родной бачок. Еще промахнулся один раз с домкратом. Вот здесь немножечко борох подзамял, но обработал все мастиками. Что ж, зима покажет, все ли хорошо. Ну так вот, да, не видно ничего, да, но там снизу, если посмотреть, то есть немножечко подмятие. Колодки, кстати, поменял, передние впервые, примерно, ну там что-то 98 тысяч километров у меня было. Но не мудрено, у меня практически все время трасса, машина по трассе ходит, поэтому не городские условия эксплуатации, соответственно, износ агрегатов совсем по-другому себя проявляет. Ну, отсюда и расход ниже, но я сделал прошивку. Сейчас, кстати говоря, какой-то получился у меня переходный период. Дроссельную заслонку почистил датчик DAT, зима. Я не могу понять, что у меня с расходом. Сейчас в планах еще катализатор удалить. Вот. Ну, в общем, все это буду наблюдать, рассказывать, делиться. Но расход, который сейчас у меня не устраивает. То есть я думал, что он будет ниже. Вот. Расход чуть-чуть выше, чем я ожидал. Но зато после прошивки реально появилась динамика, тяга и все те приятные вещи, которые должны быть у автомобиля. То есть даже на педаль газа электронную реагирует, как будто бы она на тросике. Заводить можно, заглушил, сразу заводишь. А не как раньше, секунд 7 ждать, пока там чего-то у нее произойдет, пока она что-то там накачает. Вот. И как бы, ну, машина стала машиной. Вот это да, несравненный плюс. Ух, мороз крепчает на улице. Так, ну про свой стиль езды я рассказывал. Я для себя его выбрал. Такой размеренный, скажем так. Ну, как дальнобойщики, да, скажем, по трассе тоже я не гоняю. Его и придерживаюсь. Но об этом много говорил и писал неоднократно, повторяться не буду. То есть, коротко скажу. Выигрыш только во времени, во всем остальном проигрыш. Но выигрыш во времени незначительный. И я уже настолько привык к этому к этой размеренной манере езды, которая себя полностью оправдывает, что переходить на вот эти всякие спорты и дерганья абсолютно нет никакого желания. Стал замечать иногда, что стрелка тахометра, прям даже слышно подгазовывание, даже если я нахожусь где-то на улице, колышется туда-сюда. И расход на холостых, где-то раньше был до 0,7, сейчас вот 0,9 литр, бывает ниже, вот оттепель был ниже. Что это, как это, не знаю, почему это, с чем связать, но это только будем пока что наблюдать. Так, на ГБО у меня кончилась гарантия тоже, газобаллонное оборудование, то есть теперь я волен менять фильтра, проходить ТО так, как я хочу, а не каждые 10 тысяч километров. Ну, скажем так, я открывал фильтр, вскрывал, пилил тот, который через 10 тысяч и который я, по-моему, где-то через 30 прошел. И скажу, что да, можно спокойно так ездить, и фильтра теперь отрабатывают себя по полной. То есть, ну, понятное дело, производитель хочет тоже денег каких-то поиметь, вот, а я хочу их сэкономить. Вот как-то так вот мы и находим золотую середину. Так, ну что, машинка вообще полностью самодостаточная, меня устраивает. 100 тысяч я прошел без проблем. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот, езжу много, езжу везде, и в основном сел, поехал, приехал, вернулся, все по этой нехитрой схеме, то есть никаких геморроев не доставляет. Если что-то где-то и начинается, да я даже не вспомню, но оно как-то о себе предупреждает, а не так, что хоп, все, привет, мы приехали. Такого не было. Сейчас ехал, не встретил ни одной, но уже новые Весты вышли на рынок, во дворе у себя тоже видел. Внешне, да, они выделяются, украшайзинг некоторые присутствует, вот, внутри салона там какие-то изменения, ну, не знаю, меня моя полностью устраивает, вот честно, вот мне тут есть все, что нужно, хотя вот, может быть, не хватает слепых зон еще, вот это вот, и еще какой-то фигни, не помню, но иногда о ней вспоминаю. Я нашел, да, для продолжения обзора. Да, в общем, машинка меня полностью устраивает, действительно так, то есть все, что нужно в ней есть, что не хватало, докупил, прилепил. Надо будет еще что-нибудь приклеим. И недавно еще ручник подтянул, как недавно, вчера. Казалось, эта операция достаточно просто выполняется. Ну, я прям даже снял целое минутное видео, где все полностью объясняется. Вот настолько все просто. Да, пересаживаться на другой автомобиль у меня даже мыслей нет никаких. Может быть, только полного привода не хватает. А так, пожалуйста, у меня теперь есть фаркоп, у меня есть багажник на крыше. Задние сиденья складываются. То есть все, что снимается, все, что нужно, очень быстро. Поэтому в плане перевозок у меня вопрос вообще решен.
и активно используется на практике. А да, вот после дизеля мне казался вот этот вообще движок здесь абсолютно неслышным, но сейчас я его слышу. Ну, ко всему, наверное, привыкаешь, но первые дни, я помню, садился, боже мой, двигатель заведен, не заведен, как это вообще, ну, теперь вот уже да, слышно уже снаружи двигатель, слышно шумы какие-то, и даже вот уже задумался я о шумоизоляции. Еще одно бесиво, которое обнаружил, это вот скрип стекол. Попадает, значит, сюда вот под резинку всякая пыль, грязь. Сейчас опускать не буду, потому что примерзшая. На старых Вестах вплоть до царапин все это дело доходило. Сейчас, говорят, стекла поменяли, я у себя царапок не вижу, но дикий звук, вот это как по пенопласту, он просто душераздирающий. Купил ленту мягкую, ой, Маделин, по-моему, называется, боюсь ошибиться. Вот. Она должна, по идее, устранить эту проблему, но я еще ничего не проклеил, и как-то по зиме неохота заниматься картами. Это вот уже, наверное, по весне я буду это делать. Разбирать, проклеивать и наслаждаться. Потому что зимой все равно стекла особо не опускаешь. Курить-то я бросил. Как я и говорил, езжу много, и вещей тоже зачастую таскаю много. То есть, как бы, вот это нормальное состояние моего багажника. Но это вот сейчас я поеду, разгребу. То есть, это не обязательно у меня там постоянно хлам. И вместимость, ну, просто колоссальная у нее. То есть, все, что нужно, загрузил, поехал. Плюс клиренс. Клиренс все-таки позволяет на Весте по легкому, скажем так, бездорожью, по проселочным дорогам, ну, проезжать. Не внедорожник, но и брюхом не скребет. Это радует. Вот, а задний диван, если убираешь, вот это все выравнивается, второй пол делается, и здесь еще и спальные места. Так что вот можно куда-то на природу выбраться. Пока еще не сделал именно в таком варианте, а так уже ездил с палаткой, и в машине было дело, спал. Ну, в общем, все классно. То есть под дождем ночевать, да не вопрос. Сзади все сделал, впереди катаешься, вещи сюда запихал. Все, у тебя просто палатка на колесах с кондиционером. А, еще покупал эти сетки. Ну, как тонировочные, уже штраф получил за них. Но нет, комаров спасают, кстати говоря. И классные, вот они очень хорошо затеняют салон. Прям чувствуешь, что вот руку, которая попадает в их тень и просто через стекло, напекает намного меньше. В общем, надеюсь, что следующий год к морскому побережью, либо куда-нибудь отправлюсь вот на такой четырехколесной палатке. Лобовое стекло тоже купил шторку, только не вот эту вот блестящую, а другую. Она, короче, из двух частей раскладывается, раздвигается. Ну, не покажу. Давайте уже в каком-нибудь из влогов. То есть на канал подписывайтесь. Вот так, как вот, да, подвожу я тему. И покажу, что за шторка получается и как она работает. Защищает отлично. Занимает место, но 2 ладони примерно. Я из салона, там вроде -8, но как-то меня прямо морозит и морозит. Кстати, да, гарантия на автомобиль тоже закончилась, и это открывает возможность мне проводить ТО самостоятельно. То есть я уже обнаружил, когда полез менять фильтра, даже который салонный, его же тоже по регламенту менять должны на сервисе, либо официала, либо авторизованный сервис. Вот, полез, они там защелки поломали, лазил масло менять. Ну, в общем, короче, везде какие-то нюансы находишь. И вот эти косячки мелкие приходится самому устранять, но зато теперь душа намного спокойнее. Вот, ну, как минимум, надо стоять всегда рядом с мастером. Знаешь, не знаешь, умеешь, не умеешь, но это все равно его будет напрягать, и он будет делать чуть-чуть лучше. А если ты в чем-то разбираешься и задаешь ему еще парочку вопросов, то он уже начинает как бы так, ну, мало ли, чтобы к нему вопросов не возникало, чуть-чуть стараться еще больше. И очки, кстати, уже приобрел. Ну, это к машине не относится, но у меня зрение падает, поэтому вот новогодние у меня изменения диоптрии и на плизе надали. Так, ну, в общем-то, наверное, больше пока добавить нечего. Как и говорил ранее, что еще будет всплывать, возникать, приходить на ум, во влогах буду освещать. Так что подписывайтесь на канал. Наблюдайте за моей жизнью, за жизнью этого автомобиля. А видите, новогодняя елка, скоро Новый год через месяц. Всем успехов, удачи, главное здоровья в наступающем году и не только в этом. Все, до новых встреч, всем пока, спасибо за просмотр.